Разработчики обозначили дату смерти CSGO, масонские заговоры вокруг релиза CS2 и очередные баны аккаунтов в Steam. Все это мы обсудим в данном новостном ролике. Так что приготовили свои ушки, смотрим спонсора и погнали! Встречай свое лето вместе с Hell Store, где ты можешь выбить топовые скины, играя всего в 4 режима. А это всеми любимый классик, где ты в общак скидываешь оружку, и чем больше положишь, тем выше шанс выигрыша. Знаменитый CoinFlip, где вы 1 на 1 подбрасываете монетку, и на чьей стороне удача, тот и забирает весь куш. Ну и конечно же колесо. Выбираешь ставку и ждешь прокрута колеса. И новиночка Краш. Выбирайте значение, если на экране линия пройдет до него, вы победили. Ну а если тебе не понравился выбитый скин, то всегда можно его проапгрейдить. А еще, если используешь мой промокод при пополнении, то получишь $2 на баланс. Не теряй времени, ссылочка в описании. Итак, конечно же всем уже очевидно, что CSGO по сути это уже мертвая игра, которая доживает свои последние деньки. Никогда не думал, что шутейки из 2017 года когда-нибудь будут восприниматься всерьез. Понятное дело, что сейчас сама игра пребывает, грубо говоря, в стазисе, так как никаких нововведений не ожидается, баги особо не фиксятся, а патруль и вовсе не работает. Так ко всему прочему, разработчики еще и обозначили дату смерти CSGO. Компания Valve убрала запросы по уязвимостям на сайте HackerOne. Об этом сообщил в своем твиттере один из пользователей данной платформы под ником Killa. Ну а кто не в курсе, это Bug Bounty платформа, на которой компании платят деньги за находки в уязвимости игр или какого-либо приложения. И исходя из представленного изображения, новые репорты по CSGO перестанут приниматься 14 июля этого года. Ну а ограниченный тест CS2 в данный момент также не обслуживается. На самом деле ничего в этом удивительного нету, кроме того, что они могли закрыть запросы намного раньше, как раз после релиза ограниченного теста новенькой CS2, так как видно, что фиксить старушку CSGO уже особо никто не будет, ну может быть, если только в крайнем случае. Тем не менее, это все же всполошило сообщество, и естественно понеслись масонские теории, что CS2 готовится к открытому бета-тесту. Еще и масло в огонь подлил один из пользователей Reddit, который нашел намек на дату релиза в одном из трейлеров CS2. Предполагается, что это будет 15 июля этого года. И я, конечно, очень люблю всякие разные теории, но стоит относиться к этому скептически, так как цифры взяты из видео про замены тикрейта. Так что вполне они могут означать обработку запросов нового сабтика. Но все же, будем иметь это в виду. Мало ли, помимо этого Steam продолжает выдавать ограничения и баны на своей площадке. На этот раз у одного из фермеров на 500 аккаунтов из 1200 прилетело красное уведомление об ограничениях. И пользовался он как и авторегами, так и регистрировал аккаунты сам. Но использовал украинский прокси, находясь при этом в РФ. Кстати, спасибо за информацию сыну фермера. И я неспроста вставляю сейчас в ролики баны по аккаунтам, потому что сначала это могут быть фермеры, а потом это может дойти и до вас. И чтобы вы потом не удивлялись, почему мой аккаунт удалили или он получил ограничения. После обновлений правил в Steam мы, конечно же, могли смело посмеяться. Однако, как мы видим, Valve всерьез за этим следит. Ну что же, на этом у меня все. Если вы сейчас смотрите данный ролик в воскресенье, то на EM Dallas сегодня будет шоу-матч, который пройдет в CS2. Конечно, я не ожидаю, что нам покажут новую версию, но принести свои эмоции он как минимум сможет. А на этом я с вами прощаюсь. Всем пока и удачи!